Новость из области Завоблачной. Не очень мне понятно, честно говоря. Московский суд оштрафовал Дулинго. Я Дулинго годами катаю просто, языки, чтобы какие-то слова, не для того, чтобы сильно хорошо владеть языком, но чтобы не путаться и не теряться на каких-то простейших англицизмах. И вот добрались до Дулинго, на 2 миллиона рублей их оштрафовали. Я не знаю, суд, вы что делаете? Я просто, что такое? Компания-разработчик популярного приложения для изучения иностранных языков, очень популярна. Невероятно, кстати, популярна, классная, удобная штука. Она лучше всех и бесплатная, и решили укокошить ее. Я считаю, что идет борьба со страной России. Признана виновной, еще раз, был бы это рядовой случай, я бы поинтересовался. Я даже не хочу забивать, что там ей начали. На всех вешают, на YouTube им должен, все им должны. Все это принимается, надо выяснить, кто старший в этом суде. Фамилию мне, пожалуйста. Если Ибн Аглы Мандаглы, он, может быть, что не понял. То есть надо выяснить. Значит, несоблюдение законодательства в области сбора и хранения персональных данных своих пользователей на территории России. Опять пользовательских данных какие-то. Что и вам данные до пользовательских данных? Там просто языки лучше. Я не знаю, кто-то откройте Дулинго. Она просто, знаете, как по карточкам раньше учили эти, значит, студенты. Ну, кто плохо запоминает. По сути, вот это оно и есть. Только бесплатно. Все платные, кроме него. Я в шоке. Да что ж такое-то? Хоть что-то осталось еще, чтобы не примахались. Прям такое ощущение, что какой-то налет саранчи. Все что-то гадят прям. Я даже не знаю, может, они что-то должны, но просто у меня такое впечатление, что... А почему раньше не были должны? Такое ощущение, что какой-то жадный, какой-то... Дайте, налетают. Мне придется прощать, я к ним привык уже. Они для меня как часть, я по утрам обязательно раз там одно упражнение делаю. Что такое? Теперь я за них заступаюсь, вот так. Я к ним привык. Значит, аналогичной статье на 2 миллиона оштрафовала компания LLC какой-то, занимающийся регистрацией доменных имен в веб-холодах. Да я не знаю, кто это. Вы что Дулинго трогаете? Что вам Дулинго дал? Еще раз, я не знаю, может, они виновны в чем-то. Кстати, сейчас расходится новая версия по поводу скота в Сибири, что он реально болен, но не знаю, еще раз, это версия, что там ящер, и что боятся, что заблокируют продажи российского мяса, потому что тут же заблокируют там Китай и многие страны. И поэтому молчком просто у людей на глазах, значит, скот забивают, хотя это может быть оправдано. Чем сказать правду, вот копейка, значит, что делает, готовы довести до народного бунта, лишь бы, причем делаю правильные вещи. И такая версия, еще раз, я не исключаю, что она может быть. Вот это наплевательство на народ или боязнь, а самое главное, народ не верит. Меня вот что, да, мне кажется, в любой другой стране люди бы так, знали, наверное, что-то доброе делают, а в России сразу реакция, наверное, что-то недоброе. Я вот где-то, знаете, так вот сейчас вставая на, понимая свою реакцию из-за Дулинго, я вдруг понимаю реакцию людей, которые даже не хотят разбираться, есть болезнь или нет, они не верят всем этим, структурам, которые приходят забивать скот. И, кстати говоря, почему холдинги там не забивают тогда по соседству? Вопрос все равно сохраняется, может быть, навязывают. Я на Breakfast, по-моему, посмотрел, они как-то не уделили внимания тому, что, ладно, допустим, вы предполагаете, что ящер, а почему же то, что аффилировано с некоторыми там чиновничками, там что, они, там ящер уже не распространяется? Когда ящер рубят направо и налево, там реально не выбирают. Но тут, может, заказано, если бы была версия, не знаю. В общем, тут уже не разберешься. А когда я к чему? Мой главный посыл, друзья мои, уже перестаем доверять. Вот у вас как? Уже перестаешь доверять. Дулинго тронули, мне сразу хочется Дулинго защитить. Я даже не хочу разбираться, кто там в суде. Мне кажется, суд какой-то враждебный. Вот и искреннее чувство такое. Может, я не прав. Но я ли не прав в том, что у меня такая реакция? Вот вопрос. У вас какие реакции?